И вот смотрите, здесь мы взлетели, все, мы здесь понимаем, что надо покупать. Вот здесь была коррекция, здесь мы видим, рынок пришел на коррекцию. Можно купить на коррекции, если есть сигнал. Здесь сигнала нет, и видим, что рынок замерз. Потом ничего не происходит, топчется на месте. И вот здесь происходит самое интересное. Смарт-осциллятор остается выше 50. Видите, здесь вот этот уровень 50. Smart OS выше 50. И посмотрите, как белые точки постепенно начинают расти. То есть цена по факту стоит. То есть она находится в коридоре, то есть в диапазоне. Вот у нас уровень сопротивления, вот уровень. И она компрессуется, да, скажем так, стабилизируется. Но при этом точки очень активны. Посмотрите, какая высокая активность. Еще вот здесь, когда цена вообще ничего не делает, они пошли, побежали. И вот это идеальное место, что как раз вот момент взлета рынка, момент начала движения. Вот здесь видите, бум, все. И вы заметите, что вот эти движения, так называемые, эти резкие импульсы, они составляют основу всего тренда. Вы посмотрите, здесь 40 пунктов. Это очень много для доллар-иены за 10 минут. В то время как мы здесь стояли, ну скажем, те же даже 40, пусть будет, пунктов за 15, 20, а может быть 30 минут. Если, например, мы здесь купили, но те же 40 пунктов мы прошли, скажем, примерно за 20 минут. И мы видим дальше, рынок застрял, потом бум, опять залетел. И опять мы видим 30 пунктов за какие-то 10 минут. То есть вот эти резкие движения и составляют основу тренда. Таким образом, если вы можете правильно распознать момент начала этого резкого движения, то тогда вы практически все основные сливки с тренда будете снимать. Поэтому вход вот здесь, даже если ты чуть опоздал, ничего страшного, взял моментум. И вот здесь фишка. Как понять, что уже все, пора закрываться или пора, скажем так, выходить из сделки. Посмотрите, какое расстояние здесь, насколько оно широко. Видите, здесь узкое расстояние, а здесь резко расширил. Смарт-осциллятор резко приподнялся. Здесь, посмотрите, резко расширились. Мы понимаем, что здесь ни в коем случае нельзя входить на бай. Хотя есть трейдеры, которые, пробили уровень, покупаем, все котлеты там полетели, заходят в сделку. А мы понимаем, что это поздно. Почему? Ну, потому что смарт-осциллятор на экстриме и такое расстояние между ценой и ценностью. А здесь мы видим узкое расстояние, да? И вот он момент. Но потом, это я уже как раз торговал, когда началась сессия. Видите, рынок опять замерз. Рынок замерз, но расстояние большое, вот это, видите? И посмотрите, опять что происходит? Опять происходит то, что мы любим. Точки начинают прижиматься уже. И вот оно, самое узкое расстояние. Это не обязательно выискивать самое узкое на самом деле. Вот здесь уже произошло сужение. Видите, да? То есть здесь широко, а здесь узко. Вот это место покупки, чтобы поймать импульс. Еще одно место покупки, чтобы поймать импульс. Но обычно, когда у тебя есть тренд, то два хороших примерно вот таких импульса ты можешь поймать. Дальше уже движение замедляется, теряет скорость, флеты могут быть. То есть сливки именно в это время. И посмотрите на период, когда это произошло. Да? Посмотрите, самый основной период активной Европы. То есть вы торгуете 1-1,5 часа максимум. И если есть какой-то триггер, новости, вы можете поймать львиную долю тренда, заработать существенные профиты, торгуя с помощью тренд-сканера и торгуя вот этот сигнал, взлетная полоса. Есть второй сигнал, который подразумевает коррекцию к ценности, и там мы ждем паттерн, входим. Но это другой тип тренда, потому что есть тренды, которые развиваются вот так, с микрокоррекциями, вот как раз сегодня. А есть тренды, которые, стандартные. Вот он пошел, потом он скорректировался, и он так волнообразно идет. Соответственно, вот это места для входа в рынок. Здесь особо не работает вот этот моментум, да, или работает на очень такое короткое время. То есть тут зависит скорее от степени новостного фона, насколько рынок воспринял новость, да, и насколько он горячий, как он быстро идет и так далее. Вот то же самое евро-иена. Просто надо выбрать один символ, да, для торговли. Если три одинаково ходят, например, евро, фунт иена и доллар иена. Посмотрите, здесь взлетная полоса, идеальный бай. Опять сужение, взлетная полоса, смарт-осциллятор выше 50. Но чем ниже смарт-осциллятор, видите, он уходит от экстрима, падает, тем слабее будет тренд, и тем меньше шансов, что ты поймаешь тренд. Поэтому в идеале, когда Smart OS торгуется выше 50 по тренд-сканеру, да, после сигнала тренд-сканера, это замечательные трейдеры сделки. И еще раз обращайте внимание на то, если триггер какой-то. Возьми экономический календарь, посмотри, например, сегодня там новости, да, какие-то в активную сессию. Или вот, например, сегодня
новости из Японии, там заседание банка центрального и так далее. Такие резкие колебания. Все, это твоя среда, где ты можешь работать и при четком понимании, как входить в рынок, да, при наличии конкретных правил, которые в тренд-сканер встроены, которые в скальпер стратегию встроены, ты можешь спокойно выявлять такие возможности. А когда нет новостей, ну не надо ничего делать. Отдыхай. Купил доллар-иену, и вот очень интересная ситуация. Смотрите, у нас точки довольно близко, да, точки волатильности к цене. Мы видим вот здесь рынок взлетел. Посмотрите, какое интенсивное направленное движение. Видите, на самом деле после вот этого движения будет небольшая пауза. То есть рынок остановится, немножко потопчется. Если намерен идти дальше наверх, да, он сначала потопчется. Но здесь я немного агрессивнее действую, покупаю сразу. Наблюдаем за доллар-иеной. Видим, после резкого взлета цена сузилась, скорректировалась, и мы рассчитываем на новый импульс. Я немножко скорректировал свою позицию по тейку. Стоп остался там же, видим, буквально тиком практически. Да? Практически задел мой стоп. Практически, но не фактически, да. Ну и ждем, да, рассчитываем еще на один моментум, потому что у нас компрессия. Это называется сужение волатильности и предпосылка для формирования ВП, взлетной полосы. Если сейчас точки побегут, все, мы с вероятностью 70-80% полетим наверх. И на Мосбирже у меня сегодня была одна сделка, и угадайте, по какой акции. NMTP. То есть акция, которая не очень известная, не очень популярная. Мне нравятся самому другие, естественно, акции. Там Мечел, Полиметалл, Полюс. Вот такие, да, которые более волатильные. Флот, Совкомфлот, потрясающая акция для торговли. И тут NMTP. Но на самом деле, вот я писал трейдерам в Телеграме, не надо привязываться к конкретным акциям. Если вы видите, что, например, на этой акции, вот NMTP, скажем, ситуация, которая предполагает, что вы с большей вероятностью заработаете деньги, так ее надо и торговать, независимо от того, что вы испытываете какие-то чувства, эмоции по отношению к этой акции. И вот сегодня у меня была одна сделка, можете представить, одна сделка из всей вот этой вот огромной массы, которую вы видите слева, вот этих символов, сколько гигантов, Яндекс, АФК-система, Татнефть, короче, Башнефть, Самолет, Пик, Аэрофлот. Короче, все такие акции. Вот тут NMTP, у меня был один бай сегодня вот здесь. Я купил NMTP вот здесь. Я писал причину, не будем сейчас разбирать все это дело. И вот здесь я забрал тейк. Вот прям вот в этой зоне. Вот тут. Когда уже рынок подходил, я начинал. Мои тейки были чуть дальше изначально, я вручную начал закрывать позицию. Обычно это делаю, когда цена проходит в среднем 1,5, иногда чуть меньше, иногда чуть больше. То есть это место, где я уже готовлюсь снимать прибыль. То есть я зашел, в 1,5 раза больше мы прошли, я уже готовлюсь закрывать. Это важнейшее правило внутридневной торговли. Потому что если ты ждешь, например, 3х, что она сделает? Ну, ты очень часто будешь разочаровываться по любой стратегии. Рынки так не ходят, рынки ходят вот так, потом коррекция, да, и если ты зашел где-то здесь, или даже на коррекцию, ты хочешь взять вот здесь первый тейк, да, основную прибыль ты хочешь снять на движении в 1,5 раза больше, да, в твою сторону, потому что после этого может вообще быть разворот, а вот как здесь, так, и все, и он уже пошел и оказался на полу. Давайте к доллар-иене. Снимаем прибыль по доллар-иене, не так прям быстро и не так много, но тем не менее 15 пунктов нам удалось положить в карман, но опять же таки, несмотря на то, что рынок уже устал, ну, по крайней мере, такой скорости у него уже нет, как была здесь, все равно мы видим потрясающие отработки. И опять же таки, о чем это говорит? О том, что торгуете горячие рынки. Рынки, где, на которые направлены глаза других трейдеров, большинства трейдеров. Сегодня утром были направлены глаза трейдеров на 3
графика, это все иены, фунт иена, доллар иена, евро иена, все остальное мне интересно, поэтому там нет движений, поэтому там, если вы входите, вы теряете деньги, потому что там все такое рыхлое, неустойчивое, не твердое, еще никто там, да, как следует катком не прошелся, чтобы вы торговали, а вы, наоборот, начинаете отсматривать рынки, которые слабые. Ну, потому что их проще отсматривать. Да, они стоят, и ты уже начинаешь предсказывать, что он сейчас выстрелит, что он сейчас пойдет. И тебе каждый раз кажется, вот когда ты работаешь в таком слабом рынке, тебе кажется, что его туда, сейчас выстрел туда, и вот ты каждый раз на старте уже готовишься. А лучшее, что ты можешь делать, это ждать, когда он где-то начнет шуршать, скажем так, и вот туда приходить и работать. Это будет намного более эффективно. Это вот как с утра. Ты открываешь график, видишь, о, иена. Да? Ну, очевидно, что рынок горячий. Посмотри, какой сумасшедший тренд. Не тренд, а скорость изменения цены, сколько пунктов цена ходит. Все, и дальше уже ты применяешь свою систему в этом конкретном рынке, и в этом рынке у тебя больше шансов заработать за меньшее время.